Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал Амигуруми игрушек и наволочек с 3D аппликациями. Это видео мастер-класс по вязанию вот такой вот амигуруми игрушки мопса. Длина такой игрушки, высота 20 сантиметров. Более подробно о данной игрушке я говорю вот в этом моем коротком обзоре. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео, поэтому много говорить не буду сейчас, чтобы побыстрее перейти к вязанию данного мопса. Все необходимые материалы для вязания такой амигуруми игрушки указаны в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания ушек. Я их уже связала черной плюшевой пряжей, а в мастер-классе я буду ушки вязать бежевой пряжей. Потому что мастер-класс по вязанию ушек, передних лапок, мастер-класс я уже начала, давно уже снимаю. Мастер-класс по вязанию мордочки, темных деталей под глазки. На этот раз глазки я буду использовать черного цвета. Все это я перенесла в это видео из мастер-класса наволочка с 3D мопсом. И задние лапки до 13 ряда включительно, так как схема вязания та же самая. Поэтому, чтобы у вас не возникло вопросов, почему мы вяжем ушки бежевым цветом, а в конечном итоге они черные, и глазки, почему по мастер-классу они идут коричневого цвета, а в конечном итоге они черного цвета. Вот, чтобы не возникло у вас вопросов, я сделала вот такое небольшое предисловие. Ну а теперь давайте приступим к вязанию. Вяжем ушки. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд второй. В этом ряду мы провяжем одну прибавку. Провяжем в одну петлю 2 столбика без накида. Итоговое количество петель во втором ряду у нас должно получиться 2. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем 2 прибавки подряд. Итоговое количество петель в третьем ряду у нас должно получиться 4. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд четвертый. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И в конце ряда вяжем одну прибавку. Итоговое количество петель в четвертом ряду должно получиться 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд пятый. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в пятом ряду должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И вяжем так с 6 ряда по 11 ряд включительно. Провязали. Далее сделаем обвязку по всему вот этому краю. Здесь обвязку вязать мы не будем, только по этому краю столбиками без накида, а на уголочке провяжем в петлю, вот здесь за стеночку петли, 2 столбика без накида, чтобы уголочек у нас остался заостренным. Если этого не сделать, то он закруглится. Итак, делаем обвязку по краю столбиками без накида. Итак, я дошла до этого уголочка и вяжу за стеночку петли 1 столбик без накида и
за эту стеночку петли второй столбик без накида и продолжаю теперь по этой стороне обвязку столбиками без накида. Провязали. Далее берем крючок меньшего размера и закончим обвязку по краю соединительной петлей. Далее рабочую нить протягиваем подлиннее, так чтобы хватило этой нити для того, чтобы пришить ушко к голове игрушки. Оттянем побольше, так чтобы было это удобно делать. Так, вот этот вот хвостик протягиваем вовнутрь обвязки по краю. Вот так вот между столбиками протягиваем. Лишнее отрезаем, и кончик еще можно будет зафиксировать горячим клеем. Как я прячу те или иные хвостики при вязании амигуруми игрушек, подушек, я подробно показываю вот в этом видеоролике. Ссылочку на него есть в описании под этим видео. Размер готового ушка у меня получился такой. По бокам по 7,5 сантиметров длина, а вот в этой части 6 сантиметров. Если у вас получилось в 2, а то и в 3 раза больше, значит вы не смотрели вот это мое коротенькое видео, которое называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа». Посмотрите его, пожалуйста, от начала и до конца. Ссылочка на него в описании под этим видео. Вяжем передние лапки. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Далее можно отметить новый ряд маркером. Следующий ряд второй. В этом ряду провяжем 7 прибавок подряд. Провяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида, и итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Далее вяжем одну прибавку. И повторим такую комбинацию еще один раз. Итоговое количество петель в третьем ряду у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. Это 4 и 5 ряды. Провязали. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 6 раз. Провязали. Далее вяжем 2 столбика без накида. Итоговое количество петель в шестом ряду должно получиться 10. Следующие 10 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. С 7 ряда по 16 ряд включительно. Провязали, вытянем слегка петлю, маркер можно убрать. И на этом этапе наполним лапку наполнителем. Наполняем не сильно плотно, чтобы лапка была мягкой. Итак, наполнили лапку наполнителем. Вот она такая вот мягенькая. И смотрите, я наполнила не до конца. Где-то 3 ряда я оставила пустыми. Это для того, чтобы лапка лучше прилегала к туловищу собачки. Итак, далее складываем наше вязание пополам, и вот эти вот 2 ряда провяжем вместе. Провяжем 4 столбика без накида.
Первый столбик, второй, третий и крайний столбик. Его желательно провязать крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. На конце у нас 3 петли. Заводим крючок сначала в 2 петли, которые друг напротив друга. Протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в беспарную крайнюю петлю. Протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и вытягиваем ее так, чтобы ее хватило, и это было удобно делать для пришивания лапки к туловищу собачки. Пришивать все детали не обязательно этой же пряжей. Можно использовать в цвет, по цвету не плюшевую пряжу. Это уже кому как нравится. Далее черная плюшевая пряжа и иглой с большим ушком вышьем черные полосочки на лапке. Сделаем так, чтобы лапка была похожа на собачью лапку. Итак, вот она серединка, там где мы набирали 6, то есть 7 столбиков без накида. И рядом с этой серединкой заведем иглу где-то на расстоянии 1 ряд. Вот так вот. Нужно, чтобы мы сделаем нижнюю черточку, и нужно, чтобы она была посередине лапки. Протягиваем рабочую нить, здесь оставим хвостик. Далее здесь делаем захват, смотрим, чтобы это было посерединочке. Вот так вот. И выводим иглу где-то вот здесь. Так, здесь захватываем 1, 2, 3 ряда. И где нам лучше вот здесь завести иглу, а здесь через 2 столбика выводим. Подтягиваем все, но не сильно. Так, теперь здесь через 1 столбик можно, либо через 2, а здесь через 2 точно выводим. Так, далее заводим вот эту иглу, вот, чтобы напротив первой черточки была, и выводим к этому хвостику. Все, и вот так у нас должно все получиться. Здесь мы пряжу отрезаем. С хвостиков пряжи плюш можно снять, а можно и не снимать. Завязать на 3-4 узелочка и спрятать вовнутрь лапки. Одна передняя лапка у нас готова, вторую вяжем точно так же. Вяжем задние лапки. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Провязали первый ряд. Далее новый ряд отмечаем маркером. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так 6 столбиков без накида, 2, 6. Далее вяжем одну прибавку и такую комбинацию повторяем еще один раз. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Провязали следующие два ряда, 4 и 5, вяжем без изменения, в каждом ряду по 16 столбиков без накида. Провязали следующий ряд 6, в этом ряду вяжем 2 столбика без накида и далее вяжем 6 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка и шестая убавка. До конца ряда вяжем 2 столбика без накида и итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Следующие два ряда, 7 и 8, вяжем без изменения, в каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 9, в этом ряду вяжем так 2 столбика без накида, 1, 2, далее вяжем 6 прибавок подряд, провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида, повторим так 6 раз. Заканчиваем этот ряд 2 столбиками без накида. И итоговое количество петель в 9 ряду у нас должно быть 16. Следующий ряд 10. В начале этого ряда вяжем 2 столбика без накида. Далее 6 раз провяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. И заканчиваем этот ряд 2 столбиками без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 22. Следующие два ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 22 столбика без накида. 11 и 12 ряды. Провязали. Следующий ряд 13. В начале этого ряда вяжем 2 столбика без накида. И далее 6 раз повторим такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. И заканчиваем этот ряд 2 столбиками без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 28. Следующие два ряда, 14 и 15, вяжем без изменения. В каждом ряду по 28 столбиков без накида. Провязали следующий ряд 16. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее 5 раз повторим такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Итак, провязали 2 столбика без накида, далее вяжем 1 убавку и повторяем так 5 раз. Провязали и до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 23. Далее петлю слегка вытянем и на этом этапе наполним ножку наполнителем. Наполняем не плотно. Далее маркер вынимаем, складываем наше вязание пополам и провяжем вместе вот эти вот два ряда. Провяжем так 11 столбиков без накида. 1, 2 и 11 столбик без накида провяжем крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным.
Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ножки, вовнутрь лапки. Далее точно так же, как вышивали на передних лапках, вышиваем черные полосочки и вяжем точно такую вторую заднюю лапку. Далее вяжем хвостик. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее новый ряд можно отметить маркером. Это мы с вами провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида, плюс 1 прибавка. И такие комбинации у нас получится 2. Итоговое количество петель во втором ряду у нас должно получиться 6. Провязали. Третий ряд вяжем без изменения, 6 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, 1, 2, плюс 1 прибавка. И так повторим еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали. Следующие 2 ряда, 5 и 6, вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 7. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 прибавка. Так повторим еще один раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали. Новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. С 8 ряда по 11 ряд включительно. Провязали. Далее слегка наполним хвостик наполнителем, совсем чуть-чуть. Маркер убираем и складываем наше вязание пополам и провязываем вот эти 2 ряда вместе. Провяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и крайний столбик провяжем крючком меньшего размера. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь хвостика собачки. Вяжем мордочку. Берем плюшевую пряжу в цвет мордочки, основной крючок и набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 9. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. В крайнюю петлю провяжем 3 столбика без накида.
1 столбик без накида, туда же 2 столбик без накида и туда же 3 столбик без накида. Далее по второй стороне цепочки вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. И в крайнюю стеночку петли, здесь у нас стеночка есть от 9 воздушной петли, в нее провязываем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, туда же 2 столбик без накида и туда же 3 столбик без накида. Далее новый ряд можно отметить маркером. Это мы с вами провязали первый ряд. В этом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Следующий ряд второй. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Далее вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. И здесь также в конце ряда мы вяжем 3 прибавки подряд. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 26. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 26 столбиков без накида. 3 и 4 ряды. Провязали. Следующий ряд 5. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку. И такую комбинацию повторим 5 раз. И закончим этот ряд одним столбиком без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 31. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 6. Этот ряд вяжем за задние стенки петель. Вяжем так 31 столбик без накида. Провязали. Далее вязание разворачиваем. Разворачиваем так, чтобы рабочая нить ушла под вязание. И будем вязать за передние стеночки петель. Провяжем так 23 столбика без накида. Итак, находим эти передние стеночки. Можно помочь себе крючком меньшего размера. Провязали. Далее нам нужно сделать соединительную петлю. Соединяем не с петлей, которая напротив вот этой 23 петли находится, а вот сюда чуть-чуть вперед, чтобы немножечко вот так вот завернуть, чтобы было похоже, как вот здесь все выглядит, чтобы здесь тоже так тут выглядело. Итак, делаем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик.
Далее фиксируем носик ровно посередине мордочки. Вот это у нас верхний край. Это мы провязали с вами 23 столбика без накида за передние стеночки. А вот это нижний край мордочки. Итак, и далее вот эту вот ножку мы сгладим, смягчим огнем. Только будьте осторожны при работе с огнем. И вот так сразу же ее придавим зажигалкой. Вот так вот все придавили. Все. И теперь у нас все хорошо гарантированно зафиксировано и острый конец сглажен. Также делаем и на глазках. Вяжем черные пятнышки, темные пятнышки под глаза. Берем соответствующего цвета плюшевую пряжу, основной крючок. И вяжем 4 воздушных петель. 2, 3, 4. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провяжем еще 4 ряда без изменения, в каждом ряду по 3 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Итак, всего вместе с первым рядом нам нужно провязать 5 таких рядов. Провязали. Далее сделаем обвязку по краю. Сначала начнем обвязку эту делать черным цветом. Вяжем 4 столбика без накида. 4 столбик без накида, не довязываем его до конца. На нем мы будем переходить к основному цвету пряжи. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет собачки и довяжем этот 4 столбик обвязки. Черную пряжу не отрезаем, потому что мы дальше будем ею вязать. Далее делаем обвязку таким образом. Ножки столбиков без накида вяжем черным цветом, а шапочку вверх вяжем основным цветом. Вот так вот. Черный цвет здесь слегка вот так подтягиваем и вяжем ножку черным цветом, шапочку основным цветом. И вяжем так по бокам по 3 столбика без накида, а вот здесь мы провяжем 4 столбика без накида. И заканчиваем соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее. Далее к этой части фиксируем глазки. Я все-таки остановилась на вот этих вот коричневых глазках, размер 14 мм. О глазках я рассказывала вот в этом обзоре. Хвостики пряжи отрезаем, оставляем их покороче, и либо же с плюшевых хвостиков снимаем плюш, фиксируем между собой на узелочке, или же вот как я их тут зафиксировала горячим клеем. Ножку глаза тоже смягчила огнем.
и придавила. И вышел вот такой вот белок белой пряжи. Одна такая деталька у нас готова. Вяжем точно такую же вторую деталь. Вяжем туловище и голову одной деталью и по ходу вязания вяжем хвостик и передние лапки. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Далее новый ряд можно отметить маркером. Это мы с вами провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый, и в этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 35. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд шестой, и в этом ряду будем вязывать хвостик. Для начала провяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 15. Далее берем хвостик, прикладываем к туловищу так, чтобы крайняя петля, которую мы вязали крючком меньшего размера на хвостике, она так и оставалась крайней. Теперь подхватываем петли хвостика и петлю туловища, и все это вместе провяжем 4 столбика без накида. Почему именно так приложили? Потому что после мы будем этот хвостик пришивать к туловищу, делать его такой вот в крючкообразной форме. И если вот так вот, как мы приложили этот хвостик, то это будет легко его завернуть. А если бы мы другой стороной приложили, то заворачивать было бы посложнее. Итак, далее до конца ряда провяжем 16 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующие 11 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 35 столбиков без накида. С 7 ряда по 17 ряд включительно. Провязали следующий ряд 18, и в этом ряду вывяжем вот такой вот легкий рельеф на спинке, чтобы это выглядело более натурально. Итак, для начала нужно будет отметить 14 петель на спинке и ориентироваться по хвостику. Этот хвостик должен находиться ровно посередине этих 14 петель. Отмеряем, и теперь до первого маркера я провяжу 12 столбиков без накида. У меня получилось вот это вот расстояние от основного маркера до вот этого маркера. 12 столбиков без накида. У вас, возможно, это количество будет отличаться. Плюс-минус 1-2 столбика.
это может такое случиться из-за того, что мы вяжем плюшевой пряжей, и натяжение рабочей нити у нас с вами может отличаться. Я вяжу достаточно плотно, вы, возможно, вяжете послабее, и поэтому вот это вот количество петель и вот это конечное может быть будет отличаться у нас с вами. Итак, провязала я 12 петель. Далее вот этот маркер я сниму. И теперь вот эти вот 14 петель нам нужно будет провязать из них 7 убавок. Первая убавка. Вторая убавка. И этот маркер снимаю и вяжу 7-ю убавку. И до конца ряда я провяжу еще 9 столбиков без накида. И итоговое количество петель в 18 ряду у нас должно получиться 28. Следующий ряд 19, и в этом ряду начнем вязывать передние лапки. Для начала провяжем 24 столбика без накида. 1, 2, 24. Берем одну лапку и провяжем вместе с туловищем. Как раз до конца ряда осталось 4 петли. Провяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И далее уже начинается новый ряд, 20. В начале этого ряда вяжем 4 столбика без накида. Расстояние между двух передних лапок 4 столбика без накида. Провязали. Смотрим, где у нас там находится хвостик, чтобы все было посерединочке равномерно. Провязали 4 столбика без накида, берем вторую лапку и также вместе с туловищем провяжем 4 столбика без накида. И далее до конца ряда вяжем 20 столбиков без накида. Итак, вот так выглядят лапки после ввязывания. Возможно, из-за натяжения рабочей нити, из-за расхождения в натяжении этой рабочей нити, вот эту схему вам понадобится подвинуть или на 1-2 столбика назад, или на 1-2 столбика вперед. Я думаю, вы с этим самостоятельно, с легкостью справитесь. Главное, ориентируйтесь по хвостику, чтобы вот эти вот 4 столбика без накида серединные как раз вот были соответствовали, были равномерно хвостику. Итак, продолжаем наше вязание. Следующие два ряда, 21, 22, вяжем без изменения. В каждом ряду по 28 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 23, и в этом ряду нужно будет сделать еще 7 убавок со стороны спинки. Берем опять маркеры и, ориентируясь по хвостику, отмечаем 14 петель, чтобы 7 убавок сделать ровно посередине туловища собачки. Итак, до первого маркера у меня получается нужно провязать 10 столбиков без накида. 1, 2 и 10. Снимаю этот маркер. Далее вяжем 7 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка и 7-я убавка.
Далее до конца ряда мне еще нужно будет провязать 4 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 21. Вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним туловище игрушки наполнителем. Наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 24, и в этом ряду вяжем 21 прибавку. И итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 10 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. С 25 ряда по 34 включительно. Провязали. Следующий ряд 35. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем одну убавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 36. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида. 3, 4. Далее вяжем одну убавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. Следующий ряд 37. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида. 2, 3. Далее вяжем одну убавку. И повторяем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним голову игрушки наполнителем. Наполняем так же, как и туловище, достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем наше вязание. Далее по ходу вязания еще немного наполняем наполнителем и полностью уже закончим вязание головы игрушки. Следующий ряд 38. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. Следующий ряд 39. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд 40. Это ряд последний. И в этом ряду вяжем 6 убавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 6. Провязали. Далее рабочую нить протягиваем и отрезаем, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео в описании под этим видео. Далее пришьем хвостик к туловищу, чтобы он у нас был таким вот крючкообразным. Сделаем это плюшевой пряжей основного цвета. Заведем иглу между 4 и 5 рядами хвостика, подхватывая с внутренней стороны 3 столбика. Протягиваем, здесь вставляем небольшой хвостик. И теперь смотрите здесь. Вот в этом ряду у нас вязан хвостик. Отсчитываем наверх
5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в пятом ряду подхватим с внутренней стороны тоже 3 столбика. Так, и пройдемся по тому же пути еще один раз. Все хорошенечко подтягиваем. И вот такой вот у нас получается миленький кругленький хвостик. Вот эти вот хвостики пряжи нужно будет протянуть немножечко в бок. Так, и этот хвостик мы тоже пряжи протянем. И теперь находим заднюю стеночку подходящего столбика и за нее фиксируем эти 2 хвостика пряжи. Далее пришьем задние лапки, сделаем это не плюшевой прочной пряжей. Для начала фиксируем заднюю лапку большими иглами или булавками с легким наклоном. Не вот так вот ровно, а вот видите, такой вот легкий наклон в сторону передней лапки. Фиксируем крайнюю петлю задней лапки в том ряду, в котором ввязывали хвостик. На расстоянии от хвостика 3 столбика. И здесь получается у нас тоже расстояние от передней до задней лапки 3 столбика. И начинаем пришивать. После того, как пришили заднюю лапку, чтобы она вот так вот не болталась, притянем ее той же нитью к туловищу игрушки. Изначально я хотела сделать отдельной нитью, как на первой игрушке, но потом подумала, зачем делать лишние узелочки, продолжу этой же нитью. Закончила я здесь и протянула по внутренней стороне туловища иглу с нитью на расстоянии от ножки 3 столбика. Далее, что мы делаем? Теперь отсчитываем 1, 2, 3, чтобы это соответствовало вот этой вот нити. Вот, и захватим здесь, ну, где-то может быть 4 столбика. 1, 2, 3. Тут прибавка получается как раз 4 столбика. Захватили. Теперь что нам нужно сделать? Протягиваем во внутреннюю сторону, тоже тут спускаясь. 1, 2, 3, 4 ряда. И теперь нам нужно еще вот в этом месте тоже притянуть ножку к туловищу. Так, и смотрим, какой это будет ряд. Вот эти вот столбики нужно будет подхватить. Тоже можно 3, 4. Так, и это у нас получится 1, 2, 3 ряда. 1, 2, наверное, 2 достаточно. Вот так вот чуть пониже на один ряд от этой нити. Вот так подтягиваем. Только подтягивайте осторожно, чтобы никакие столбики не порвать. Так, здесь я 1, 2, 3 ряда спускаюсь и вывожу иглу. Так, это 6, 5. Это вот между третьим и четвертым рядами. Так, теперь все слегка подтягиваю. Далее вот этот хвостик подтягиваем к этому хвостику. И один хвостик
протягиваем за заднюю стеночку любой подходящей петли, любого подходящего столбика, чтобы, так, я уже это сделала, чтобы зафиксировать узелочком вот эти вот два хвостика. Затягиваем поплотнее, даже если тут образуется ямочка, это даже очень хорошо. Благодаря этому с этой стороны после пришивания второй задней лапки то же самое надо будет сделать. Вот, и слегка утопить узелочками вот в этих частях столбики. И благодаря этому эта нижняя часть, она будет более плоская. Это хорошо для сидячей игрушки. Она будет уверенно сидеть. Далее по такому же принципу пришиваем вторую заднюю лапку. Я уже это сделала. Вот как это все выглядит. И благодаря тому, что мы задние лапки притянули к туловищу, задние лапки подталкивают друг друга, передние лапки. И благодаря этому вот в этих вот местах образовывается такая вот полудуга. И это очень миленько смотрится. Далее оформляем полностью голову точно так же, как вот в этом видео мастер-классе наволочка с 3D мопсом. Ссылочку и на какой минуте смотреть данный мастер-класс я все укажу в описании под этим видео. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наш с вами мопсик полностью готов. И вот что я вам скажу. Я заметила свою оплошность при создании этой собачки. И самое обидное это то, что я заметила это в самом конце, когда мопс был полностью связан. Я не довязала 4 ряда из тех 11, которые надо было провязать после ввязывания хвостика. Я провязала всего лишь 7 рядов. Как у меня это получилось, не могу понять. Что-то, видимо, меня отвлекло в тот момент. А я все думала, да что же туловище этой собаки такое маленькое. И тут же себя успокаивала. Но у меня же всегда вязаные изделия, связанные во время съемки мастер-класса, получаются меньше. Из-за того, что руки на весу, на расстоянии от меня 30-35 сантиметров, так как впереди меня стоит еще штатив, который держит телефон. И вязание получается в напряжении и очень плотном. Из-за этого вязаное изделие получается меньше по размеру, в отличие от тех, которые я первоначально создаю, удобно расположившись на диване или на кресле. Но все же эти изделия получаются не настолько меньше. Эта игрушка у меня получилась аж на 3 сантиметра ниже. Но в целом смотрится вроде бы неплохо, если не думать о тех несвязанных 4 рядах. Я очень надеюсь, что у вас все получилось без оплошностей. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!